Видали? Ходим. Бум! Digital Sensei. Ура! Зашагнул. Максим Викторович. А я продолжаю дальше разворачиваться. Дан! Я просто ухожу, но в это время пам! Да-дан! Друзья, всем привет! Сегодня я покажу вам прекраснейший, замечательный прием. Удар рукой с разворота, так называемый бэкфист, который делает Петр Ян. Хотите такой же удар? Я вам сейчас подробно, четко все расскажу, покажу. Смотрите, друзья, ну вот стоит парнишка, которого нужно ударить бэкфистом, вырубить вот сюда вот, видите, в нижнюю челюсть вот сюда. Или в шею можно бить. Идея такая, что сильно крутиться не надо. Если вы сильно будете крутиться, равновесие можете потерять. Как это движение происходит со стороны нападающего? Смотрите, выбираю свою дистанцию, подхожу поближе, потом шагаю левой ногой вправо, быстро разворачиваюсь, и вот цель. Вот я уже вижу. Как только я развернулся, голова видит цель, сразу пошла правая рука. Бумс в челюсть. Или бумс в шею. Секрет весь в том, что вы просто правильно расставляете ноги, и ваше плечо ударной руки оказывается четко прямо вот на линии цели. Когда мы ставим левую ножку вправо и разворачиваемся пяткой на противника, я дальше разворачиваюсь, видите, и вы это плечо видите уже на уровне вашего подбородка, точнее не вашего подбородка, а подбородка вашего противника. Вот оно, плечо вывел. Все, пошел удар. Друзья, дальше будет еще интересней. Перед деревом стою, то есть удар пошел такой: зашагивание, разворот головы сразу сюда. Сразу голова поворачивается и смотрит на цель. И пошел удар. Еще раз. Бум. Я зашагиваю левой ногой вправо. Пересекаю линию атаки. И вот мое плечо уже здесь. Видите? Можно ударить кулаком, предплечьем. Можно ударить локтем. Смотрите на эту развязку. То есть в зависимости от дистанции. Чем интересен этот удар? Этот удар, он неожиданный. Потому что когда вот вы стоите друг напротив друга лицом к лицу, вы ожидаете какую-то некоторую угрозу, какую-то опасность, да, исходящую от собеседника, да, от противника, который напротив вас стоит. Но если ваш оппонент или собеседник разворачивается к вам спиной, то мозг воспринимает это, ну, как будто бы типа, ну, он уходит уже. Типа, он уже уходит, и он для вас не опасен. И это как раз и есть вот обманочка этого удара. Посмотрите, я с вами, допустим, разговариваю, общаюсь, да, тролливали, а потом я такой ухожу. Я поворачиваюсь к вам спиной, и вы думаете, что, типа, ваш собеседник, ну, сказал вам до свидания и уходит по-английски, может быть, даже, да, без до свидания. А на самом деле, смотрите, я просто ухожу, но в это время, пам, пошел удар локтем. Если вы чуть подальше, я прохожу как бы мимо вас. Бум! Идет удар предплечьем, да, кулаком. Чем бить? Типа как уракеном, да? То есть вот со стороны этой тыльной сторона ладони, тыльная сторона кулака. Либо со стороны мизинца. Видали? Я рекомендую все-таки бить вот этой частью. То есть если вы промахнетесь кулаком, то можете попасть предплечьем. Кстати говоря, про бэкфист. Если уже бить, да, чем-то кого-то, то лучше наносить, конечно, удар вот этой частью. Ну это хаммер панч, да, или в артистском, опять же, произношение тецуи. Смотрите, вот стоит вот стеночка. Как его ударите? Кулаком жестковато будет. А вот этим местом, молотком, вы, в принципе, достаточно плотненько можете туда наносить удар. Про линию атаки еще раз напоминаю, друзья. Видите, вот наши стойки, мы стоим на линии атаки. Это линия, которая соединяет центры тел вашего центра и центра тела противника. В бэкфисте, в ударе с разворота кулаком, ну или локтем, очень важно пересечь впереди стоящей ногой в эту линию. И чем дальше вы пересечете, тем ближе вы окажетесь к ударной цели. Посмотрите, я зашагиваю левой ногой, раз, вот туда, как будто ухожу. И вот мое правое бедро, правое плечо уже здесь. Можно удар отсюда нанести. Оп, снизу. Неожиданным образом, да, то есть стоим, как будто бы уходим. Бум! Пошел, да, отсюда движение. Можно сверху нанести удар, как варианты бэкфиста, смотрите. Ура! Отсюда, сверху накрыть. Ну и чисто классика, да? Зашагнул сбоку. Это все ловко. Движение одно, разворота. Еще раз. Зашагивание, разворот головы, цель. Вы должны видеть, куда бьете. Обязательно вы должны сначала увидеть цель, а потом уже туда нанести удар. Иначе вы просто промахнетесь. Как ноги шагают, смотрите. Вот моя нога. А вот нога моего симпатичного оппонента. И вот левой ногой, смотрите, я шагаю вот сюда. Как будто я мимо него прохожу. Типа, до свидания, говорю. И иду вот сюда.
Человек напротив думает, что я ухожу, расслабляется в это время, руки опускает, а я продолжаю дальше разворачиваться. И вот отсюда идет удар. Дан! Та-дан! One more time. Нога. Раз сюда. Оп, пошел разворот. И вот от правой ноги я делаю толчок. Передаю это усилие правой руке. Как будто тяну, да? За ногу, за носочек себе тяну. И пошел удар. Ту-ду! Слушай, какой красивый кадр, да? Я беру носочек, толкаюсь. Оба! Вот так. Оставайтесь с нами. Если вы промахнулись, друзья, делаем следующее движение. Просто переходим в стоечку, в другую правостороннюю, меняем позицию. Смотрите, я нахожусь в левосторонней позиции. Делаю разворот на бэк. Пошел, бам! И чувствую, что провалился. Раз, сюда эта ножка ставится. Видите, я оказываюсь в правосторонней стойке, здесь я даже рукой продолжаю дальше бить. Можно и ногу добавить сюда. Еще раз показываю. Такая комбинация целиком. Я делаю зашагивание. Бум, ударил, развернулся. И здесь пошел уже сбоку. С фланга зашел. Если я промахиваюсь, да, бум. Шагаю дальше правой ногой. Меняю стойку. И пошел правой же рукой, потом левую добавляю левой ногой. Бам, промахнулся. Бам, промахнулся. И отсюда. И отсюда. Бам. Пишите, кстати говоря, комментарии. Я же как бы отзываюсь на комментарии, на ваши запросы, вопросы. Активнее лайки ставьте, потому что лайки, они нужны мне, так сказать, я питаюсь лайками, я их ем, понимаете. А тут видите, как я осунулся, прям похудел. Лайков маловато, я худею с вашего количества лайков. Маловато будет, как в том мультике, да. Поэтому побольше лайков, чтобы я, так сказать, такой стал розовощекий, такой плотненький, наелся бы ваших лайков. Кто еще не подписался, друзья, на канал, подпишитесь, поделитесь с друзьями, блин, говорю вам такие очевидные вещи. То есть реально мне это помогает почувствовать себя настоящим сенсеем. Пусть виртуальным, да, но все-таки как бы сенсей какой-никакой. Времена нынче такие, ребята, поэтому Digital Sensei Максим Викторович снова с вами. Ну что, продолжаем обучалочки, продолжаем делать уроки. Рассказал вам про бэкфист. И еще расскажу про бэкфист. Возможно, что-то забыл, упустил. Поэтому, конечно, нужна обратная связь какая-то, друзья. Нужно что-то мне как-то мне что ли напоминать, подталкивать, понимаете, задавать какие-то наводящие вопросы. Стареем, друзья, понимаете, с возрастом потихонечку. А знаний там прямо, ну как это, ума палата. Все, так сказать, очень много знаний. Нужно только уметь их выуживать, вытаскивать. Поэтому станьте моим коллективным дудем, понимаете? Вы будете как дуть коллективный такой, будете, который задает очень правильные, наводящие вопросы, и любой человек раскрывается, открывается с нужной для вас стороны. И я надеюсь, всем это будет очень интересно. Ну вот так вот, живописная стеночка, да, такая получилась, очень такая урбанистическом таком стиле, в нашем файт стенка. Друзья, дальше будет еще интересней. Максимально ваш Максим Викторович. Что там творишь? Что ты камеру там крутишь? Ты говоришь, крутишь. Наш зритель, он будет вот так вот, у него голова закружится. Кстати, упражнение про вестибулярный аппарат, блин, тоже просили же вы, друзья, надо будет снять.